И мы делаем все для того, чтобы им было комфортно, им было интересно. Как хороший тренер делает? Делает, даже если ты не хотел, ты делает так, что класс, я хочу, а можно я так сделаю, а можно так? И вот точно так же с дельфинами, им интересно. Это твой дельфин, это твои котики, это твой морской лев, морж, там, белый кит. Ну, я делаю то, а животное, нет у него сегодня настроения, ну ладно, сделай, ладно, давай уже все. Ты уже начинаешь вот так вот плясать вокруг этого животного. То есть это полностью вся жизнь в дельфинарии. Ты живешь в дельфинарии, ты смотришь за дельфинами, все. Давай хоть потанцуем, ну ладно, давай покушаем, просто посидим. Я Шелюгина Вероника из города Одессы, профессиональный тренер морских млекопитающих. Кто такой тренер морских млекопитающих? Тренер морских млекопитающих, рассказываю. Это человек, который абсолютно полностью отвечает за животного. Это не тот человек, который просто там выступает, плавает с дельфинчиками, как думают люди. Это человек отвечает за здоровье, за питание, за настроение дельфина. Вот полностью. За шоу-программу, что он делает в конкретный момент. Вот полностью ответственность — это тренер морских млекопитающих. За животное. Морские млекопитающие — это не только дельфины. Да, то есть мы сейчас говорим про дельфинов, но это морские котики, морские львы, это могут быть белухи, моржи, точно так же. Что входит в обязанности тренера дельфинов? Уход за животными. Во-первых, нужно смотреть за животными. Тренер, как я уже сказала, он полностью отвечает за животного. То есть в обязанности входит осмотр, уборка вольеров, если это морские котики, нарезка рыбы, тонны рыбы, каждый день куча рыбы, кормление животных, проведение тренировок, обучение дельфинов и выступления с дельфинами, а также дополнительные какие-то, я не знаю, дежурства, осмотры, которые ни днем, ни ночью, выходных, короче, просто за все отвечает. Правда ли, что дельфины обладают целительными свойствами? Ну, как сказать? Дельфины такие же животные на планете, как и мы все остальные. Точно такие же млекопитающие. Если считать, что, это космическое животное, оно пришло там с Марса и обладает какими-то суперспособностями, конечно, такого нету. Но у них есть удивительные свойства. У них есть эхолокация, которая нашему мозгу вообще непонятно, что это такое. Действительно, есть влияние на организм человека, позитивное. Каким образом, до сих пор ученые не могут сказать вот точно. Есть какое-то влияние дельфина на человека однозначно. Что такое дельфинотерапия? Это комплекс терапии, в котором выступает, можно сказать, раздражителем дельфин. Потому что любая терапия, есть кототерапия, коннотерапия, вообще с разными абсолютно животными, потому что животные, в принципе, благотворно влияют на человеческие эмоции, мозг. Дети с какими-то отклонениями, у них же сумасшедшая реакция на дельфинов. Там она может быть положительная, она может быть отрицательная, но в любом случае это эмоция. Благодаря этой эмоции можно провести какое-либо лечение, но главный в этой терапии не дельфин, а терапевт. И поэтому, если люди отводят детей на дельфинотерапию, они должны думать не о том, что это чудодейственное свойство дельфина, а первое — это грамотная работа терапевта. Дельфин — это вспомогательное. Это те эмоции, которые могут подарить ребенку, через которые терапевт уже будет работать дальше на какие-то положительные влияния. Дельфинотерапия, да, это комплекс. Это эмоции от дельфинов плюс работа терапевта. Видели ли вы за свое время работы тренером исцеление людей с помощью дельфинотерапии? Опять же, это к той теме чудодейственное свойство дельфинов, исцеление. Конечно, всем хочется верить, вот мы попадаем, это сказка, тут дельфинчики, они плавают, они ж... Для людей, которые не сталкиваются с дельфинами, немножко непонятно, потому что это как дельфины, это такие же животные, они очень умные, у них есть свойства, которые не присущи другим животным, конечно, но это не сказка.
Это не сказка, это исцеление, чудодейственное, это все, естественно, исключается. Есть слова улучшения, хорошая тенденция, какие-то позитивное влияние. Вот такие слова, я бы сказала, более применимы. После дельфинотерапии, конечно, там дети плохо говорят, там есть какие-то улучшения. Там до курса дельфинотерапии они приходили, говорили «мама», ушли там через 10 занятий, говорят «мама», «папа» и не боятся там что-то в руку брать, ну, в зависимости от какого заболевания. Есть положительные моменты, это 100%. Исцеление, если кто-то надеется, что вот я, извините, у меня нездоровый ребенок, я хочу его привести, чтобы он исцелился. Ну, так, к сожалению, не бывает. Сколько стоит сеанс дельфинотерапии? Разные дельфинарии, разные расценки. Ну, то есть конкретно я не сижу на кассе, чтобы говорить, тут такое, тут всякое. Как правило, один сеанс дельфинотерапии, он примерно стоит как 10 минут плавания с дельфином. Это с терапевтом они дешевле, по идее, дают, чем просто поплавать обычному человеку. Но это тоже, это нужно проходить курс из 10, и, естественно, это очень недешево. Это для тех, кто может себе позволить. Это не основное лечение ни в коем случае. То есть это если для людей, которые себе могут позволить дополнительный вот такой вот хороший нюансик для какого-то улучшения, для настроения ребенку. Вот так. Корректировки. В каких условиях живут дельфины в дельфинариях? Тоже неоднозначный. Ответить, как сказать, в одном дельфинарии будут шикарные условия, будут бассейны в 6 глубиной 6 метров, большие бассейны, там пару животных, все отлично. В другой дельфинарий мы видим 1,5 метра, 5 дельфинов засунули в банку, и они сидят. Ответить однозначно не могу. В тех дельфинариях, я во многих дельфинариях работала, слава богу, в тех дельфинариях, в которых я работала, были хорошие условия, дельфинам было много места, пространства, и порезвиться, и попрыгать, и понырять, все. И поэтому у меня не возникало вопросов, и я не знаю, если бы я попала в такой дельфинарий, в котором ненадлежащие были животные, я бы не работала. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Это, конечно, эмоции. У каждого тренера есть свои подопечные. То есть вам сказали, это твой дельфин, это твои котики, это твой морской лев, морж, там, белый кит. И все, это твое животное. Сколько можно наблюдать каждый раз что-то интересное. Ну, это сравнимо с тем, когда у людей домашние питомцы, там собачка, кошечка. Это ж умиляться невозможно сколько времени. Ты, может, чему-то учишь, как-то поднимаешь настроение. То есть, тренера — это наставник еще. Тренер для животного — это наставник, это родитель, это все, это весь мир. И точно так же животное для тренера, потому что тренер меняет там свою жизнь полностью вот на дельфинарии, на этих животных, он полностью отдается этим животным. Невозможно их не любить. Это вот просто общение с животными, это уже очень-очень большой плюс, и многие этому, конечно, и завидуют, несмотря на все сложности работы. Это вау. Второе — выступление. Конечно, подготавливаешь какой-то номер, придумываешь музыку, там думаешь, вот так оно будет взаимодействовать, так оно будет на зрителя. И выходишь перед зрителем, зал 1000 человек сидит, ладно, максимально 1000, пусть там 800 человек сидит. И ты выступаешь, показываешь этот номер, а смотришь, а люди плачут. И тебе хочется плакать. И вот это вот взаимный обмен энергетикой, он ни с чем не сравним. Вот ради этого момента, мне кажется, вот много что можно и вытерпеть, и испытать, потому что это самый большой плюс, наверное. А что вам не нравится в вашей работе? Минусов больше. Если плюсы, они весомые. Полностью личную жизнь так вот берем, откладываем, приходим в дельфинарий. Личной жизни нет. Не знаю, у нас есть много пар, женатых, семей в дельфинарии. Да, я не знаю ни одну пару, которая был бы один человек работает в дельфинарии,
другой нет. Ну, разве что там, если мальчик работает, она с детьми дома сидит, ну, вот как-то так. Другого исхода нету. То есть это полностью вся жизнь в дельфинарии. Ты живешь в дельфинарии, ты смотришь за дельфинами, все. Жизни другой нету, ни с чем не совместимо. Можно стараться, пытаться, все равно это не выходит. Первое. Второе. Всегда в рыбе. Рыбный запах, он просто пропитан. В день я нарезала, наверное, до 60 килограмм рыбы. Одна. За один день. Они кушают хорошо. Да, и кормят их хорошо. Кто бы там ни говорил, там дельфины голодают, они очень хорошо кушают. Там 15 килограмм рыбки в один ротик легко влетают. Это, естественно, весь день нарезка рыбы. Мой кавальеров, те девочки, которые хотят прийти в дельфинарий. Я буду плавать с дельфинчиком. Они уходят после первого дня стажировки. Приходят, увидят, как все вот в рыбе, в кишках, в чешуе. Спасибо, мне казалось, это другое. И уходят. Это уход это не красивая картинка, это уход за животными. Это убор вольеров. Это, извините, в какашках с ног до головы ты будешь. Это нормально, это животные. Это как за лошадьми смотрят, тоже они убирают за ними. Это вот такая, да, обратная сторона. Плюс нужно смотреть за животными круглосуточно. Бывают такие моменты, если не уверен в самочувствии животного, ты можешь целый день поработать, там минимум 3 шоу. Отработали. Все остальное время на бассейне сидишь, наблюдаешь. Потом ночью просто всю ночь сидишь, смотришь, наблюдаешь, что все было хорошо, естественно, и переживаешь, и ты обязан это делать. На следующий день ты опять выходишь, и ты не спишь, а мы выходим на шоу, улыбаемся и машем. Люди, естественно, не знают таких нюансов, но они есть. Поэтому, если хочешь стать тренером дельфинов, нужно, я не знаю, быть сумасшедшим человеком. Наверное, так. Как, наверное, в любой профессии. Сколько может зарабатывать тренер морских млекопитающих? Очень сильно варьируется сумма. Скажу так, я на минимальной зарплате, я проработала 8 лет, на минимальной зарплате где-то года 3 я работала. Подай, принеси, обучение плюс, потому что у нас специального образования нету. Мы учимся всему в дельфинарии, смотрим за кем-то, учимся вместе с животными и так далее, и так далее. Чтобы получать хорошие деньги, про Украину в дельфинарии, можно, наверное, можно, потому что я еще по разным странам поездила и во многих дельфинариях работала. Варьируется очень сильно. Можно уехать за границу, получать очень хорошие деньги, прям очень. Или можно работать и получать, начиная, я не знаю, в зависимости от того, как получается, не получается, это тоже, насколько ты профессионал. Тоже как в любой сфере. Можно получать точно так же и мало. Поэтому все зависит от навыков, профессионализма, желания и так далее. Зарабатывать хорошо можно. От $400 до 5000. Как вы считаете, дельфинарий добро или зло? Гуманно ли содержать дельфина в неволе? Тоже неоднозначный вопрос. Гуманно, не гуманно. Скажу так, вот я себе вижу, во-первых, если человек достаточно разумное существо, почему мы называем, что мы тренеры, а не дрессировщики? Потому что мы не дрессируем, мы именно тренируем как человека. У нас же мы идем в зал, мы не берем себе дрессировщика, чтобы там хотя. Мы берем тренера, чтобы он нам показал и обучил, как нужно и правильно делать. Точно так же мы, тренера, показываем дельфинам, и мы делаем все для того, чтобы им было комфортно, им было интересно, как хороший тренер делает. Делает, даже если ты не хотел, ты делает так, что класс, я хочу, а можно я так сделаю, а можно так. И вот точно так же с дельфинами, им интересно. Учитывая, что дельфины разумные существа, если бы им не нравилось, они бы не делали, они бы не жили. Вплоть до того, что, такие вещи говорю, что дельфины могут покончить жизнь самоубийством. Одни из немногих или единственные животные, которые действительно могут это сделать. Если смотреть с коммерции, этот бизнес не продвинулся. Если брали животных, просто насиловали, они бы говорили: ребят, в смысле нет. Они же тоже, у них есть и настроение, самочувствие. Это все присутствует. Поэтому тренеры делают все для того, чтобы дельфинам было комфортно. Как я сказала ранее, отвечать за настроение.
То есть это приходят, если дельфину там скучно, они приходят, поиграются, подурачатся, поплавают, и не знаю, игрушки какие-то побросают. Точно так же тренировка. Тренировка проходит в ходе игры. Дельфинам нравится, это они не приходят, ну все, теперь приходится работать. Нет, это приходишь, смотри, а у меня есть игрушки, а хочешь с этим поиграться? Ну давай попробуем. А что мы можем с этим делать? Дельфин предлагает свои какие-то варианты, тренер предлагает свои, и это взаимодействие какое-то, игра. И плюс к этому всему, дельфины комфортно себя чувствуют в этих условиях. Сейчас уже во многих поколениях дельфины рождены в дельфинарии, они не знают другой жизни. Это как, я себе так позиционирую, это как домашние собаки, там, животные. Вот маленькая собачка, она абсолютно домашняя, она абсолютно прирученная. Вот ее взять, выкинуть там куда-то в лес, она не выживет. Точно так же дельфины, можно, конечно, прийти там с лозунгами «выпустим дельфинов», но если мы их выпустим, они привыкли к коммуникации с людьми, они привыкли к этому месту, это их дом. Как можно, то есть негуманно уже вот так вот просто их выкинуть, это считать, потому что это наши животные, мы за них отвечаем. Конечно, если брать вот так вот, вылавливать из моря, там, малышей, сажать там, конечно, это негуманно, но это сейчас и незаконно. Я считаю, что дельфинам комфортно. Плюс они рождаются. Каждый год во всех дельфинариях очень много малышей. Они рождаются, а если дельфины размножаются, значит, они чувствуют себя как дома, значит, им комфортно. Они уже очень долго, во многих поколениях они рождаются. Раньше покупали, там, привозили японцев, которых просто спасали. Там какая-то есть бухта, там, где они их убивают, режут на мясо и так далее. Приезжают дельфинарии, как бы это грубо ни звучало, или грубо, или, я не знаю, или наоборот, выбирают дельфинов и выкупают. Таким образом, эти дельфины, они спасенные, их не порезали там на мясо, да, их там японцы там когда-то их выловили куда-то, но мы их забрали, по факту спасли. Да, это было раньше, но сейчас уже во многих поколениях они рождены, это вот просто уже как домашние животные. Было ли такое, что дельфин не хотел выступать во время шоу? Мы когда собираемся с ребятами, вот просто какой-то праздник, это начинается, так как у людей нету другой жизни, кроме как дельфинария, естественно, все праздники, все дни рождения, все люди собираются и рассказывают истории про дельфинарии. Идеального шоу никогда не бывает. То есть сложность еще один нюанс, чем отличается от обычного там шоу, выступления, потому что это животные и никогда нельзя предугадать. То есть если я танцевала тоже в шоу-балете, и там, мы танцуем с девочками, я делаю это, девочки делают то, мы друг друга подстраиваемся. В дельфинарии, я делаю то, а животное, нет у него сегодня настроения, ладно, сделай, ладно, давай уже все. Ты уже начинаешь вот так вот плясать вокруг этого животного. Ладно, а может это сделаем? Нет, я же сказала, нет у меня настроения, давайте что-то другое. И уже начинаешь просто в ходе выступления, так, чтобы зрители не поняли ничего, просто выкручиваться. Вплоть до того, что просто на ходу выдумываешь какие-то номера или делаешь животным, просто чтобы ему было что-то интересно. Люди смотрят, забавно, наверное, так задумано. А ты думаешь, так, как бы развеселить моего зайку? Давай хоть потанцуем, ладно, давай покушаем, просто посидим. Вот такое часто происходит. Был смешной момент. Я работала с белым китом, и у нас был номер, там, где я становлюсь на носик, и вот он меня везет, мы кружимся, и я полностью, я не ныряла, я тогда немножко приболела, и просто мы должны были выйти в воду, вот так вот покружиться в красивой там затяжке, и он меня должен был вернуть обратно на помост. И мы уже делали этот номер много раз. У нас был другой еще номер, когда точно так же мы кружимся, и он меня плавно опускает в воду. Мы делаем сейчас вот этот номер, который я не должна опускаться в воду. И он меня выносит, мы кружимся, я хочу обратно, уже конец шоу, я полностью сухая, классно, здорово, и он меня должен поставить, и я иду обратно, и он путает номера, и просто начинает меня медленно закруживать в воду. И я стою, ребята на помосте, тренера тоже смотрят на меня, понимают, что происходит. Я зрителям улыбаюсь, но во взгляде у меня все читается, когда я медленно вот так вот погружаюсь в воду.
Ну, мы посмеялись просто. Ты должен сделать номер, и выходишь, а дельфин там увидел, ой, там самочка плывет. И такой раз кинул и поплыл там к другому дельфину. И человек, просто все внимание зрителя на этого человека, а он просто плавает посреди бассейна. Такой, ну ладно, пойду поплыву. Много есть, ну, как бы их даже не считать, их миллионы, потому что ни одно шоу не проходит гладко. Один и тот же человек придет на одно шоу, о, там увидит одно, на другое шоу придет, оно будет другое. И он не понимает, в чем дело. Дело в том, что оно всегда варьируется в зависимости от настроения животных. Если, допустим, животное не хочет, ну, бывает такое, что там не хочет какой-то номер делать, но его не буду делать, не будет там животного насиловать, там, нет, там зрители. Не хочешь? Нет, не буду. Окей. А бывает, они передумывают делать номер прям во время этого номера, тогда уже казусные ситуации происходят, курьезные моменты. Как вы считаете, условия в зоопарке и дельфинарии отличаются? Опять же, я знаю шикарнейшие зоопарки, сафари-парки, там, где животные бегают, большое у них пространство, они их кормят, у них ухоженная блестящая шерсть. И точно так же мы знаем зоопарки, там, где просто не хочется появляться и вообще заходить, потому что просто животных жалко. Это точно так же зависит от тех, кто содержит животных. Точно так же, как дельфинарии бывают шикарнейшие, с шикарнейшими условиями. Мы дельфинов кормим красной рыбой, красной икрой, на секундочку. У меня есть пару видюшек, там, где я просто вот так вот, красная икра в котика, раз, два, три. Там люди, о боже мой, это как? А мы любим, мы сначала отдаем животным, потом, если что-то останется, ну да, мы можем там себе на бутербродик намазать. Так нет, точно так же, как дельфинарии, так и зоопарки. Однозначного ответа не могу дать. Что я буду прощаться и скажу так. Те, кто мечтает стать тренером дельфинов, млекопитающих, подумайте много раз, готовы ли вы отдать на это жизнь. А если готовы, тогда наслаждайтесь, потому что есть очень большие плюсы, и это, конечно, очень здорово.